Привет всем! Вы на канале Школы Вязания. С вами Катерина Мушин. В сегодняшнем видео мы будем вязать теплые плотные слитки. Вот. Двухцветные. Подошва у нас платочным узором. Здесь у нас плотный узор на резинке 1 на 1. Выполнить можно из остатков пряжи. Вот. Я вяжу уже в более таком ярком цвете. Вторую свою пару. Вот так. Значит, выполняется она прямоугольником. Так, я вязать буду все из пряжи Naka Super Inti. Значит, на 2 слитка нам нужно 15 грамм нити, которую мы берем на подошву, и по 65 грамм вот этой. Naka Super Inti, здесь у нас 25% шерсть, 75 премиум акрил, 100 грамм один моточек, 260 метров. Но я хочу поплотнее, и поэтому беру ниточку в 2 сложения. Нити 2 сложения я получаю таким образом в 100 граммах в половину меньше, правильно, 130 метров. Значит, мы все вяжем прямоугольником. Каждого размера, конечно, свой размер прямоугольника. Итак, для начала меряйте длину стопы. Я даю 3 размера. На размер 36 длина стопы 22 сантиметра. Всегда прямоугольник мы вяжем примерно на 10% меньше. То есть, если 22, 10% это около 2 сантиметров мы забираем. Итого 20 сантиметров вот у меня ширина должна быть на каждом участке. Так, теперь по окружности. Окружность стопы. Если узкая стопа, то это 19 сантиметров, стандартная 20, широкая 21. Тоже вяжете примерно вот, чуть меньше. Вот у меня 18 сантиметров. 1 сантиметр я забрала. Это все мы собираем на растяжение. Смотрите, насколько у нас тянется полотно. Видите? Также плотность вязания. Плотность вязания у нас будет разная. Вот по платочному узору и по этому рисунку она разная. Итак, по платочному узору нитью 2 сложения спицами 4,0 мм я получаю в 10 сантиметров 16 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 петель на 10 сантиметров. То есть 1,6 петли на 1 сантиметр. Вот этот рисунок, вот он, я получаю плотность. Так, считаю раппорты, да? 1, 2, 3, 4, вот 5 раппортов ровно. 4 петли в одном раппорте, получается 20 петель на 10 сантиметров. То есть на 1 сантиметр 2 петли. Так как у нас плотность разная, набираем мы по вот этому узору. По вот этому узору, значит, мы посчитали, что нужно 20 сантиметров нам в длину. Умножаем 20 петель 10 сантиметров, 2 петли в 1 сантиметре, то есть на 2. Это будет 40 петель. Также мне нужно количество петель кратно 4 плюс 3. Мы бы и сюда добавили 2 петельки, так как нам нужны кромки. А если кратно 4 плюс 3, 40 у нас кратно 4 плюс 3, значит еще плюс 1. Вот 43 петли в итоге я здесь буду набирать. Если вы вяжете с моей пряжи, те размеры, что я даю, я вам буду писать, сколько набирать для каждого размера, если у вас такая же плотность. На платочном узоре у нас получается 20 сантиметров умножаем на 1,6. Итого 32 петли. Ну, здесь я буду убавлять по 1 петли на каждый раппорт, поэтому у меня останется 33 петли. То есть здесь будет плюс 1. Итого здесь 43 петли у меня, здесь 33. Здесь снова 43. Для всех остальных размеров на каждый раппорт убавится 1 петля. Вот на платочную вязку, затем она назад прибавится. Так, ниточка в 2 сложения. Оставляем хвостик небольшой, около 60 сантиметров, и набираем петельки. Петли будем набирать классическим способом набора на 2 спицы. Значит, всего я набираю 43 петли. Для других размеров сколько набрать, вы видите на экране. Так, вот набраны петли, вытаскиваем 1 спицу, вяжем 1 дополнительный ряд с изнаночной стороны. Так, нулевой пусть будет ряд, хорошо?
Первую петлю снимаем. Так, резиночкой выполняем. 1 лицевая, 1 изнаночная. 1 лицевая, 1 изнаночная. Значит, это дополнительный или нулевой ряд с изнаночной стороны. Так мы чередуем 1 лицевая, 1 изнаночная, все петельки до конца ряда. Так, смотрите, предпоследняя получается лицевая, а последнюю кромку и изнаночной вяжем. Вот это подготовительный ряд. Работу поворачиваем. Значит, смотрите, дальше мы вяжем вот этим нашим узором на резинке, где у нас резинка, видите, с такими перетяжками. Итак, первый ряд — это лицевая сторона. Первую петлю снимаем. Дальше 4 петли по рисунку. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Вот 4 петли провязали. Перевести ниточку перед вязанием, вернуть обратно 3 петли на левую спицу. Перевести ниточку за вязанием, вернуть 3 петли на правую спицу. Таким образом мы обернули, видите, 3 петельки из 4. Вот эти 4 петли повторяем. Вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Нить перед вязанием 3 петли перенести на левую спицу. Нить за вязанием 3 петли перенести на правую спицу. Вот, второй повтор. Снова изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Нить перед вязанием перенести 3 петли на левую спицу. Нить за вязанием перенести 3 петли на правую спицу. Так вы, видите, повторяете до конца ряда. Так, вот последний раз. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Нить перед вязанием 3 переносим на левую спицу. Нить за вязанием 3 переносим на правую спицу. И остается 2 петли. Предпоследняя изнаночная, кромку тоже изнаночной петлей. Вот это первый наш ряд. Повернуть вязание. С изнаночной стороны второй ряд. Значит, снять первую петлю. Вяжем резиночкой. 1 лицевая, 1 изнаночная. 1 лицевая, 1 изнаночная. И так резинкой до конца ряда. Лицевая, изнаночная. Лицевая и изнаночная. Так, предпоследняя лицевая, в конце 1 изнаночная. Вот. Готово. Работу повернуть. Так, в третьем ряду мы будем смещать зеркально, то есть оборачивать вот эти петельки. Итого, с лицевой стороны снимаем петельку, вяжем только 2 петли. Изнаночная, лицевая, и сразу же их оборачиваем. Нить перед вязанием 2 петли перенести на левую спицу, нить за вязанием 2 петли вернуть на правую спицу. Видите, вернули только 2 петли. Дальше раппорт как ранее. 4 петли провязываем. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Нить перед вязанием 3 петли мы переносим на левую спицу с 4. Нить за вязанием 3 петли вернуть на правую спицу. Вот так. Повторяем. 4 петли провязываем. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Нить перед вязанием 3 петли мы переносим на левую спицу, нить за вязанием, 3 петли переносим на правую спицу. Вот видите? И так продолжаем. Провязываем 4 петельки по рисунку. Переводим нить перед вязанием, 3 петли из 4 переносим на левую спицу, переводим нить за вязанием, 3 петли возвращаем на правую спицу. И так повторяйте, пока не останется у вас всего 4 петельки. Значит, вот все провязано, осталось 4 петли. Провязываем изнаночная, лицевая и изнаночная, 3 петли. Нить перед вязанием 2 из 3 возвращаем на левую спицу, нить за вязанием, 2 вернуть на правую спицу. И последнюю кромку вяжем изнаночной петлей. Вот такой у нас третий ряд. Работу разворачиваем. 4-й ряд вяжется как второй. Первую снять. Чередуем 1 лицевая, 1 изнаночная. Лицевая,
изнаночная, лицевая и изнаночная. И так до конца ряда. Так, предпоследняя лицевая, в конце кромку изнаночной. Довязали 4-й ряд. Вот так все с лицевой стороны. Дальше мы повторяем с 1 по 4 ряды. Вот эти 4 ряда. То есть первый снимаем, 4 вяжем по рисунку, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Нить перед вязанием снимаем из 4 3 петли на левую спицу. Нить за вязанием возвращаем 3 петли на правую спицу. Видите? И повторяется снова изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Нить перед вязанием 3 перенести на левую спицу, нить за вязанием 3 вернуть на правую спицу. Вот. Продолжаете повторять вот эти 4 ряда дальше для узора. Значит, смотрите, всего я вяжу 14 рядов, то есть 3 раза я повторила вот протяжки вот эти, затем 1 и 2 ряды еще один раз. Видите? Получила 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 таких вот протяжек в высоту. Вот. Ниточку отрезаем, оставляем такой хвостик, чтобы сверху было чем сшивать. Так, дальше мы должны перейти на платочную вязку. То есть вот это наша часть, видите, где наш платочный узор. Значит, я беру серый цвет нити, тоже одну внешнюю, одну с центра. Вот так нитью в 2 сложения. Так, для начала делать будем убавление. Значит, на каждый раппорт, на каждые 4 петли мы должны одну петлю забрать. Итого. Начинаем так. Кромку крайнюю снять. Дальше вяжем лицевыми. 1. Перекрестить ниточки. Лицевая 2. И 2 вместе лицевой. Вот так. Повторяйте. 2 лицевые, 2 вместе лицевой. 2 лицевые, 2 вместе лицевой. Видите, на каждые 4 петли я одну петельку убавляю. 2 лицевые, 2 вместе лицевой, вяжите до конца ряда. Так, 2 лицевые, 2 вместе лицевой, предпоследняя лицевая, кромку изнаночной. Значит, у меня было 10 повторов, итого 10 петель я убавила. Всего на спицах осталось 33 петельки. Сколько осталось для других размеров, пишет вас на экране. Значит, вяжем платочным узором. То есть я поворачиваю, первую петлю снимаю, остальные петельки вяжу лицевыми. Вот каждую петлю вяжу лицевой петлей и так до конца ряда. Так, предпоследняя лицевая и последняя кромка. Изнаночной петлей все стянуть. Вот так. И так будет каждый следующий ряд. Значит, смотрите, всего платочным узором нам нужно провязать, если у вас узкая стопа, 22 ряда, средняя 24 и широкая 26 рядов. Первую снимаем, остальные лицевыми. Вот это уже 3-й ряд. Это включая той ряд, где мы делали убавку. Значит, вот так ряд за рядом я платочным узором вяжу 22 ряда. Так, провязала я платочным узором 22 ряда. Значит, серая часть у меня 6 сантиметров, и это тоже 6 сантиметров. Всего 12 сантиметров в высоту. Так, значит, для кого широкая стопа, здесь будет соответственно на половинку сантиметра это 2 ряда или на целый сантиметр больше, в зависимости столько, сколько вы вязали. Напоминаю, что все у нас хорошо тянется, как и в ширину, в длину вообще, вот видите, как эластично. Вот. Значит, дальше отрезаем теперь нить серого цвета, тоже оставляю я небольшой хвостик. Так. Все концы нити мы будем после работы прятать. И снова перехожу на розовый цвет нити. Значит, у нас 33 петли. Первый ряд мы ничего не прибавляем. Просто вяжем все петельки лицевыми. Первую снять. Остальные провязываем лицевыми. Смотрите, я провязала лицевой и конец перебрасываю через рабочую нить. Таким образом, когда я вяжу следующую лицевую, у меня фиксируется конец нити. Вот.
Также вот видите, не два сложения, провязана только одна петелька. Нужно вытащить еще одну и провязать нормально. Значит, первый ряд все петельки лицевыми до конца ряда. Кромку, соответственно, вяжем изнаночной петлей. Вот так поворачиваем. Теперь мы с изнаночной стороны первую петлю снимаем. Должны провязать резинкой и на каждые 3 петли четвертую добавлять. Итого я вяжу 1 лицевая, 1 изнаночная. Прибавляю лицевую петлю, подхватываю петельку из протяжки, провязываю лицевой за переднюю стеночку. Вот я прибавила лицевую петлю. И затем 1 изнаночная. Вот раппорт рисунка, провязала 3 петли, получила 4. Повторяем. Лицевая, изнаночная. Прибавить лицевую из протяжки. Вот так. И 1 изнаночная. Лицевая, изнаночная. Прибавить петельку вот из протяжки. 1 изнаночная. Вот так мы довязываем до конца ряда. Так, заканчивают прибавленная петля из протяжки изнаночная и в конце плюс 1 лицевая и кромку изнаночной петлей провязали, концы стянули. Вот. Так, дальше мы будем вязать узором, как вот здесь. Те же наши 14 рядов дополнительно. Так, значит, первую петлю снимаем, 4 петли по рисунку, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Нить перед вязанием 3 петли перенести на левую спицу, нить за вязанием 3 петли перенести на правую спицу. Видите? И повторяете. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Нить перед вязанием 3 петли на левую спицу, нить за вязанием 3 петли на правую спицу. Вот так, видите? Значит, 7 протяжек здесь, это 14 рядов, дополнительно 7 протяжек вяжем здесь. Так, значит, сверху я тоже провязала вот 7 протяжек, чтобы было 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Значит, общую высоту должна получить 18 сантиметров, вот как мы мерили ранее. И теперь просто закрываем петли. Так, снимаем первую петлю, вторую провязываем по рисунку, это изнаночная, первую набрасываем на вторую. Следующую провязываем по рисунку, это лицевая, первую набросить на вторую. Следующая у нас изнаночная, провязать изнаночной, первую набросить на вторую. Следующая по рисунку лицевая, провязываем лицевой, первую набросить на вторую. Вот видите, я закрываю по рисунку, провязывая, и тогда только накидываю. Следующий по рисунку провязываю, тогда только накидываю. Вот так закрываются абсолютно все петли до конца. Так, довязываю предпоследняя изнаночная. Первую набросить на вторую, последнюю можно провязать лицевой. Первую набрасываем на вторую. Так, вот, видите, закрыты все петельки. Теперь оставляем хвостик. Нам хвостик нужен такой, чтобы сшить вот эту часть. Вот примерно около 35-40 сантиметров. И продеваем конец нити вот в эту петельку. Стянуть. Вот так. Значит, сложить пополам. Вот. Берем иглу с толстым ушком. Начинаем сшивать задний шов. Значит, подхватываем сначала кромки. Вот так нам нужно стянуть несколько раз. Так, стянули кромки. Теперь, вот, видите, крайняя кромочная петля. Мы подхватываем только внешнюю стенку. И с другой стороны, вот кромка, подхватываем только внешнюю стеночку. И их сшиваем вместе. Следующее. 1, 2, сшить вместе. 1, 2, сшить вместе.
Вот так сшиваются только крайние петельки. Вот раз, два. Шить вместе. Вместе. Вот по последней кромке розового цвета. И тогда на серый цвет тоже раз, два. Шить вместе. Раз, два. Шить вместе. Значит, так мы сшиваем, пока не останется примерно 1 сантиметр полотна. Вот последний сантиметр полотна мы должны просто стянуть. Вот так, раз, два, три. Видите, я перехватываю каждую петельку. Вот. И их просто стягиваем вместе. Так, чтобы у нас была закругленная пятка. И отправляем ниточку на изнанку. Вот так, видите? Так, с изнаночной стороны подтянуть и спрятать. Прячу я вот так между петельками. Так, все. Остаток обрезать. Готово. Так, вот такой получился задний шов. Так, теперь спереди. Значит, мы должны стянуть вот эти все петельки вместе. Вот. Берем иглу с нитью. Подхватываем самые крайние. Раз, два, три, четыре. Видите, по одной стеночке я перехватываю. И розового, и, конечно же, серого цвета. Так, и крайнюю кромку также. Вот. Стянуть вместе, завязать. Значит, вместе не в одну точку, а чтобы было у нас примерно около от 2 до 4 сантиметров. Так. Вот. Видите? И теперь просто сшиваем. Сшиваю я вот так, довольно грубо получается. Между петельками иглу с нити продеваем. Оно все равно спрячется между петельками. Вот в одну сторону. Возвращаемся. В другую сторону. Вот так, видите? Так, значит, если здесь побольше конец нити, то перейти снова сюда и здесь сшивать. У меня этот маленький конец нити, зато отсюда есть большой. Поэтому я здесь фиксирую конец нити и прячу между петельками. Вот так прятать мы должны будем все концы нити, что есть у нас в работе. Вот остатки обрезать. А беру то, что осталось вот у меня, когда я соединяла ниточку. Так. Вот тоже перейти нам нужно сюда. Вот. И здесь вверх стопы сшить. Так. Сшиваем примерно от 8 до 11 сантиметров. Нужно мерить и смотреть. Значит, так же, как и пяточку. Так вот, крайние петельки. Раз, два. Стягиваю вместе.
идеально всего примерить. Так, вот видите, примерки сразу видно. Можете вы себе позволить еще немного сшить или нет. Вот так, еще 2 кромки я могу. Вот. Так, шов мой получается 8,5 сантиметров, но это самый маленький размер. Обычно здесь идет одинаково для всех размеров. Здесь чем больше размер, тем больше сшиваете. Так, фиксируем, выводим в изнанку. Так, и с изнаночной стороны снова прячем между петельками. Вот так, видите? Остаток обрезать. И теперь будем прятать все остальные нити. Вот. Нить от наборного края. Можно сразу иголкой вот так заправить, куда она должна быть спрятана. А затем вот эти ниточки в иглу и продеть. Или же взять крючок. Крючком это еще все быстрее будет. Вот так, видите? Вот готово. Обрезать. И так полностью обработать все ниточки. Так, все спрятали. Видите, как все хорошо натягивается. Вот. Отлично просто получается. Видите, плотно, красиво, ну и очень тепло.